Всем привет! Меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Я много снимаю про аквабластинговую технологию, рассказываю нюансы работы с гидроабразивными установками, как, что в них делается, как можно самому собрать или какую лучше купить. Ну, в общем, ищу производителей этого оборудования, которые делятся этими секретами. Во время недавнего одного из обзоров я искал в интернете информацию про аквабластинговый пистолет и таким образом познакомился с этой компанией, в которой сейчас нахожусь. Я нахожусь на самом деле сейчас в Минске, в компании Armis, и они мне обещали поделиться как раз всеми секретами производства, потому что я нахожусь не в каком-то шоуруме, не на тестировании аквабластинговой установки, а я нахожусь на производстве. И мы сегодня посмотрим весь процесс производства аквабластинговых камер от начала и до конца, ну и, конечно, на них поработаем. Ну и, конечно, очень важным нюансом во всем этом является цена. Да, у меня стоит у самого покупная и очень дешевая установка. Я уже работал на очень дорогой установке, имею опыт и вижу разницу между этими вещами. Сегодня я приехал тестировать так называемое оборудование среднего уровня, среднего ценового диапазона. И это мне очень интересно, потому что как раз можно будет взять и сравнить, насколько есть разница между этими двумя границами и вообще какое оборудование стоит покупать для себя. А тот, кто строит свои установки сам, для того будет очень много нюансов в постройке конструкции самих этих камер. Так что пойдемте на производство и посмотрим все своими глазами. Ну, когда попадаешь на такое производство, то, конечно, обилие шума, оно может погубить любую съемку. Я надеюсь, вы меня услышите. Но вот этот масштаб, который ощущается здесь, он говорит о подходе к работе. Ну, конечно же, конструкция состоит из металла, из нержавейки или из чернухи, но в любом случае она требует раскроя и подготовки для сварки. Весь раскрой деталей происходит на таких вот станках лазерной резки с ЧПУ. В результате происходит немало отходов, но и детали конечные имеют очень хорошую точность. Потом это все подгоняется одно к друг другу, каждая деталь имеет свой номер, и на сборке все собирается очень четко. Ну, конечно же, чтобы увеличить жесткость конструкции и избавиться от огромного количества сварных швов, применяется оборудование для гибки металла. Вся конструкция, где это возможно, она гнутая. Так добавляются ребра жесткости, так убираются сварочные швы, точнее они не добавляются, так прибавляется общая технологичность конструкции этой установки. Все происходит вот на таких вот гибочных станках. После всего процесса подготовки деталей к сварке, конечно же, начинается сам процесс сварочный. Каждая установка состоит из нескольких частей. Все конструкции в результате свариваются. Сварных швов, да, в этой конструкции не так и много, но они есть.
большая часть всех сопутствующих элементов, такие как сливы, подача воды, воздуха, все приварено в конструкции. Соответственно, после сварки готовая камера представляет собой вот такую вот конструкцию. Ее можно было, в принципе, направить уже в сборку, но без покраски даже нержавеющая конструкция рано или поздно заржавеет. Поэтому применяется порошковая окраска. В этом цеху наносят порошковую эмаль, она запекается в камере и становится прочным покрытием, которое защищает металл от коррозии, ну и, соответственно, придает красивый внешний вид. Полностью окрашенная порошком камера проходит этап проверки на герметичность, на то, все ли прокрашено, и, соответственно, переходит на этап сборки, то есть установки всего навесного оборудования, которое будет стоять в этой камере. Для этого уже созданы специальные наборы под каждый тип камеры, которые мастер собирает на месте в готовую конструкцию. Ну вот я добрался до самого главного места, и тут мы сможем, наверное, узнать те самые секреты, о которых я говорил в начале. Это уже этап, где стоят готовые установки. Мы их сможем протестировать, и поможет нам в этом Алексей, это главный инженер и конструктор компании Armis. Модельный ряд у нас сейчас представлен из 4 основных камер, и 5-ю мы делаем крайне редко под заказчика. Модель Light представлена в двух размерах. Light 900, Light 600. Конструктивно они идентичны, используются одни и те же комплектующие, отличаются размером, естественно, рабочего поля. Это самая наша маленькая камера, мы его называем малышом, потому что он очень компактный. Это уже камера протестированная, готовая к отгрузке. Здесь уже зафиксирован поливочный пистолет, комплект сопел и обычный пистолет наш рабочий, про который я, наверное, расскажу чуть-чуть попозже и чуть-чуть более подробно. Такие камеры в основном берут ребята, которые занимаются в гараже, которые чистят детальки, у которых нет особо мощного компрессора. Его преимущество в том, что на нее не нужен компрессор мощностью там 700 литров в минуту. Ему хватит обычных 400, условно говоря. Работает эта штука на 6 атмосферах. Обычный компрессор с этим должен легко справляться. Если проходиться по узлам, которые у нас здесь имеются, естественно, это стекло. Стекло не вклеено в уплотнитель, как у большинства производителей. Оно у нас на съемной рамке для того, чтобы когда оно затрется или если вам сильно не повезет и оно разобьется в процессе работы у вас, чтобы его можно было легко заменить. Оно простой квадратной формы, каленое стекло толщиной 6 мм. Самые обычные перчатки резиновые, которые используют большинство производителей. Глубиной они 600 мм у нас идут в этой камере. Идет поливочный пистолет. В камере предусмотрено внешнее подключение воды, либо подключение воды через фильтр. То есть, если у вас есть доступ к водопроводу, вы можете подключить воду, вы подключаете через обычный штуцер, открываете краник и можете внутри камеры детали омывать уже чистой водой. Если у вас нет подключения чистой воды, всегда можно использовать фильтр, как доп. Опцию его сюда заказать, и у вас к нему же добавится поливка лобового стекла. Она у нас идет в модели Light с фильтром. У вас появится поливка лобового стекла чистой водой, и в поливочном пистолете у вас тоже будет чистая вода. Подключение воздуха – это обычный климатический быстросъем, всем хорошо знакомый, у всех, у кого есть компрессор, на всех инструментах стоит такая история. Пистолет идет обычный поливочный, не водно-воздушный, обычный садовый пистолет.
Ну и, естественно, мы даем наш пистолет, который очень существенное такое конкурентное преимущество относительно остальных производителей. И комплект сопел, самые ходовые в размере. Обязательно на пневматической линии мы ставим воздушный обратный клапан, чтобы если у вас что-то случилось с пистолетом или просто включили насос, слишком много абразива, и он пошел поступать вовнутрь, чтобы он у вас не убил ваш компрессор, эта штука его спасает. Потому что, когда мы тестировали свои первые камеры, у нас бывало такое, что шарики попадают в пневмолинию, этого, естественно, никого не хочется. Все управление камерой находится у нас сверху, питание общее, вода и щетка. Все остальное, воздух включается непосредственно на насосе обычным открытием крана. Можете регулировать объем воздуха с помощью него. Что касается насоса, это у нас камера 900 на этапе сборки. Здесь очень хорошо сейчас видно насос. Насосы мы используем погружные дренажные насосы, предназначенные для работы с песком. Абразив им ничего не делает. Мы обязательно ставим насос, у которого вход сделан через сеточку, чтобы вам не попадали крупные детали в пистолет. Абсолютно такие же насосы, их можно выбрать опционально. В стоке в камере в базовой версии идет насос менее мощный. Это насос уже повышенной мощности, здесь у него чуть больше киловатта, но он, естественно, дает более мощный поток воды. Его можно купить где-то отдельно? Да, его можно купить, это не заказная позиция. Через какое-то время, когда гарантия уже прошла, насос сломался, он стоит там 10 тысяч рублей, можно купить, всегда поменять. Вот. Ну, в любом случае, пока есть гарантия, этим будем заниматься мы. Здесь на этапе сборки видно, как мы подключаем дворник. Дворники у нас идут российские, это дворник от ВАЗа, от классики, чтобы в любом случае его всегда можно было найти в доступе. Но поскольку это деталь от классики, в нем есть нюансы. Например, иногда перепутана полярность проводов. И желтый — это не земля, а одна из обмоток. Мы все это проверяем на клеммах, потом, естественно, все это пропаиваем, в обязательном порядке пропаиваем, термоусадка. Ну, все как надо собирается. Внутреннее убранство камеры у нас идут обязательно рельсы, на которые всегда можно прикрепить каретку, если она вам понадобится, докупить ее у нас отдельно. Это идет доп-опция. На ней лежит решетка, дополнительное усиление, чтобы решетка не провисала в углах. Все швы проварены сплошным швом. Естественно, где они вот здесь у нас идут на точках, они, значит, проварены снаружи. Вся нижняя часть камеры проварена сплошняком, чтобы она у вас никогда не потеклась и ничего не будет. Все камеры мы еще на этапе сварки тестируем на протечке, ну там ультрафиолетом в основном. Все остальные швы мы обязательно в несколько этапов просиликоним внутри и снаружи. Соответственно, здесь в камере хорошо видны несколько отверстий для слива воды. Всего их предусмотрено 3 штуки. Самый нижний находится в самой нижней точке. Он служит для того, чтобы оттуда сливать уже отработавшую жидкость, уже полностью разбитый абразив, всю грязь и так далее. Верхний кран, он служит для слива чистой воды. Когда у нас в камеру подключается внешняя вода, получается, что мы в камеру все время добавляем и добавляем чистую воду. Соответственно, сюда подключаем шланг, и отсюда она у нас сразу же уходит. И у нас всегда будет держаться наш уровень воды. Всегда верхний кран расположен на уровне 50-60 литров, ну, в зависимости от камеры. Средний кран, он используется редко, но иногда он нужен, когда нужно слить воды побольше и оставить там абразива. Соответственно, это у нас камера модели стандарт в размере 1300, то есть в длину она 1300, в глубину она 1100 миллиметров. Эта штука уже более серьезная, она позиционируется для производств, для каких-то больших сервисов, в которых есть много воздуха и большой объем работ, которые им нужно чистить. Обычно такие камеры берут различные СТО, которые занимаются деталем разборки, которые хотят продавать свои детали по более высоким ценам, потому что они чистенькие. И, соответственно, на этих камерах люди работают постоянно, целую смену, ставят стульчик, пистолет ставят на кронштейн и поехали работать. Основные отличия от лайта – это выносной насос. В этой камере у нас стоит внешний насос. Мы чуть позже подойдем, посмотрим. Вы можете посмотреть пример на нашем старом образце. Здесь у нас идет чуть более продвинутая автоматика, то есть у самой камеры внутри уже стоят защитные автоматы по электрике, чтобы не было никаких вопросов. И идет регулятор давления подачи воздуха.
Подача воздуха у нас регулируется, ну, обычно стоит пневморедуктор по манометру, рабочее давление порядка 6 атмосфер. Соответственно, подача воздуха обеспечивается у нас уже отдельной педалью. То есть мы включаем насос, активируем систему подачи воздуха, и когда нажимаем на педаль, она у нас начнет гудеть. Ну и щетка, это наш обычный дворник. Все это супер простой расходник, который можно найти. Далее у нас идут перчатки, которые более износостойкие, они внутри тканевые, что позволяет руке не потеть. При работе сами по себе они более толстые, более цепкие. Поливочный пистолет уже идет водно-воздушный. Соответственно, воздух у нас один вход на всю камеру, и в основной рабочий пистолет, и в поливочный пистолет. Регулируются они все вместе, но тут он уже открывается нажатием на курок. Педаль для этого использовать не нужно. Сразу же идет в стоке поливка лобового стекла. Обязательно. И для этого есть специальное отдельное выведенное внешнее подключение. Краник аккуратно спрятан. Внешнее подключение воды. Опять же, можно подключить фильтр, и тогда у вас будет чистая вода и в пистолете, и в поливке на стекло. Соответственно, сам пистолет у нас уже здесь идет без всяких краников. Просто два входа, воздух, вода. Естественно, и в лайтах, и в стандартных у нас идет решетка. Решетка из нержавейки обязательно. Это 430-я нержавейка. 430 идет в лайтах, в стандартах идет 304-я. Пищевая износостойкая нержавейка, в которой ничего никогда не бывает и ничего не происходит. Ну, соответственно, все входы кранов, они все у нас проварены обязательно с двух сторон, чтобы там никогда ничего не потекло. Все соединения больших диаметров выполнены на лен плюс паста. Соединения поменьше мы уже на фум-ленту собираем. Фонарь. Такой же фонарь, как и в лайтах, но здесь у него есть специальное усиление, чтобы, когда варится камера такого размера, металл ведет больше, и специальное усиление в районе фонаря не дает искрыляться металлу, и его можно легко присоединить, приклеить. Но так как вышло так, что тема аквабайтинга на моем канале представлена очень подробно, то мне задают миллионы вопросов о том, какую камеру я посоветую, советую ли я ту камеру, которая у меня сейчас есть. И, честно говоря, чем больше я сталкиваюсь с работой своей камеры, чем больше я делаю вот этих обзоров о производителях сторонних фирм, тем больше понимаю, что, например, ту же самую камеру, которая у меня сейчас есть, я бы сейчас не купил. Потому что в том же ценовом диапазоне сейчас, на данный момент, вот через практически год работы с ней, представлено очень много моделей, которые на шаг впереди. То есть вот сегодняшний мой обзор, он показал, что на модели уровня моей камеры можно сделать доп. Опций такое количество, которое превратит ее в полупрофессиональную камеру. И, соответственно, эти опции не надо делать самому. Да, конечно, я хотел что-то сделать сам, и что-то сделаю еще сам для своей камеры, но это все костыли. То есть то, что сделано вот в профессиональном плане, оно всегда, конечно, надежнее. И оно оттестировано более качественно, ну, то есть это не придется переделывать со временем. Поэтому для того, кто хочет ответ на вопрос, какую бы камеру сейчас я взял, я бы не взял ту же камеру, которая у меня сейчас есть. Я бы начал выбирать. Выбор от каждого свой. К каждому корпусу, каждой модели можно докупить опционально различные штуки-приколюхи. Самая такая востребованная – это поворотно-выкатной стол. На абсолютно каждый размер камеры есть просто поворотный стол, который стоит внутри. Это просто основание, которое вращается. Там внутри стоит подшипник, он закрыт специально, и стоят ролики. Естественно, это все крутится, вращается. Вот. На камеры, начиная с лайта 900 и старше, то есть стандарт 1100 и стандарт 1300 и лайт 900, можно докупить поворотно-выкатной стол. То есть это не просто каретка, которая стоит внутри стола, это боковая загрузка деталей. Сюда поставили что-нибудь тяжелое. В лайтах каретка выдерживает порядка 150 килограмм, в стандартах это порядка 300 килограмм, там каретка чуть побольше в стандарте 1300. Сюда ставим какую-нибудь большую деталь, тяжелую, которую неудобно закидывать. Все это просто перекатываем в камеру, закрываем рельсы и, соответственно, закрываем уже саму дверь. Ну и внутри что-то с этим делаем, работаем. В столе предусмотрены специальные прорези. Рассказываю для чего. Когда достаем деталь, нам ее нужно обмыть, протереть и так далее.
различная бяка летит вниз. Внизу оптимально, когда у вас еще куплен фильтр, в фильтре можно открыть крышку, и у вас вся бяка сразу будет попадать в фильтр, падать туда, оседать там, оставаться, у вас будет чистая вода. Если вы фильтр не берете, систему фильтрации, то вниз можно просто поставить какое-нибудь ведро, бадью, что угодно. Самое главное, что у вас здесь не будет скапливаться вода, но все будет стекать внутрь. Подробнее к самому столику. У столика очень важно, что у него может сниматься крышка. Для чего это нужно? У вас в любом случае здесь стоит упорный подшипник, его периодически нужно смазывать, он периодически забивается, и чтобы это было не геморно, не нужно ничего откручивать, просто берем, достаем, снимаем наше основание, это все, естественно, нержавейка, снимаем основание, здесь что-то почистили, смазали. Сама каретка состоит, естественно, из капролоновых роликов точеных, на каждом ролике 2 подшипника защищенные, сепаратор у них там специальный ZZ стоит, и обычные опорные ролики, которым ничего никогда не бывает, они супер простые. Еще один очень важный момент – это то, как каретка заезжает в камеру. У нас нет никаких вырезов в камере, когда камера, дверька закрыта, она у нас герметична. Каретка заезжает, каретку можно настроить стол по высоте, здесь все регулируется, она у вас соединяется с камерой, ее можно влево-вправо, вверх-вниз подвигать. И вот этот вот зазорчик, который есть перепад, его всегда можно настроить уже на месте. Ну, мы на сборке этого не делаем, потому что на месте ножками это все подкручивается. То же самое и сами рельсы. И снаружи на столе, и внутри в камере они имеют систему свободы, их можно выставить так, что не будет никаких перепадов. Сами рельсы, естественно, у нас откидываются. Откидываются они для того, чтобы можно было захватить каретку и закрыть дверь, и в двери не делать различные прорезы для рельс, чтобы оттуда, опять же, не сифонило. Ключевое отличие камеры модели стандарт от Лайта заключается в том, что в стандарте у нас используется выносной насос. Выносной насос итальянского производства подключен к камере. Все на американках. Американки протянуты специальными ключами. Все сидит на льне, ничего никогда у вас здесь не потечет. Вход на насос. Выход из него, выход раздваивается ровно пополам. Одна часть идет назад в корпус, непосредственно в самую нижнюю часть, что обеспечивает перемешивание абразива. Потому что если вы туда просто насыпете стеклошарики, либо какой-нибудь другой абразив, он у вас там забьется комом, и эффективность сильно снизится. Ну, если не сказать о том, что он там может засохнуть и будет в целом просто камень. Соответственно, мы его перемешиваем принудительно всегда, и в лайтовских моделях у нас это реализовано немножко по-другому, и в стандарте оно тоже есть. Половина идет на перемешивание, вторая половина у нас уже уходит непосредственно на пистолет. Соответственно, насос производится в Италии, стоит обычный двигатель, мощность 0,55 киловатт, и идет турбина. У насосов есть проблемное место, место заключается в соединении. Там стоит торцевое уплотнение. Эти насосы не предназначены для загрязненной воды, поэтому мы их дорабатываем, мы туда ставим свое торцевое собственного производства, которое тверже, чем абразив, и абразив его не съедает, и с ним никогда ничего не происходит. Этот насос уже в нашей конфигурации доработанный, он уже супер надежный, отходит в свои регламенты без проблем. Все, здесь же, кстати, сзади можно увидеть шильдик камеры. Абсолютно на каждой камере мы клеим шильдик, на который написан серийный номер, кто производит. По этим шильдикам мы уже сможем обследить, где, кому, когда, какие камеры мы отправляли, поставляли. Соответственно, сейчас у нас это фильтр, система фильтрации на этапе сборки. Уже установлен сам короб и сам насос. Система фильтрации является доп. Опцией. Ее можно подключить к абсолютно любой модели. Она идет одинаковая, стандартная. Служит для того, чтобы у вас в камере была чистая вода в поливочном пистолете и в пистолете, и в форсунке, которая обмывает стекло. Плюс эта штука может отфильтровать абразив. Абразив скапливается внутри, оседает на дне. Таким образом его можно потом повторно использовать. Важные моменты. Это, во-первых, то, что она вся у нас на колесиках со стопором. Стопор регулируется, ну, и по вращению, и по, соответственно, движению колеса, чтобы ее можно было легко катать. И мы не закрепляем коробку. Для чего? Для того, чтобы в любой момент вы могли легко ее опорожнить, чтобы вам не нужно было играться со стаканчиками, кранчиками, подключениями. Взяли коробку, сняли, опорожнили и так далее. Сам фильтр устроен следующим образом.
Это лабиринтное лабиринт, который сделан из листа железа. Это все двойка, и оно оцинкованное, и еще покрашенное в полимер. То есть, в принципе, тоже штука вечная. Вода у нас поступает самотеком из камеры через вот этот штуцер. Дальше она идет по лабиринту. Пока она идет по лабиринту, она замедляется. Соответственно, тяжелая фракция, шарики и всякая бяка оседает. И уже сверху, если у вас есть масло, что не рекомендуется, но в целом можно, оно остается плавать наверху. И уже со средней части мы забираем в насос, и насос подает уже это все в камеру через отдельное внешнее подключение. Собственно говоря, вот весь фильтр. И опять же он у нас помещается под поворотно-выкатной стол, который можно поставить. Ровненько там для него сделано место, в него стекает вода со стола, и все как бы замечательно это работает. Если не хотите, можно закрыть крышкой, ну как бы не вопрос. Эта штука как раз создана для тех, у кого, как у нас, например, нет возможности внешне подключить воду. Потому что в гаражах и даже на производствах далеко не у всех есть подключение воды. Эта штука вас спасает. Но я надеюсь, что в сегодняшнем видео мы рассказали немало секретов о конструкции аквабластинговых установок, тех, которых никто никогда еще не рассказывал. Но в предыдущем видео я как-то рассказывал про аквабластинговые пистолеты и ставил эксперименты с соплами. И в том видео показал вот именно вот такой вот пистолет, но правда в виде рисуночка. И рассказал, что как раз познакомлюсь с этим производством. Сегодня я на нем, сегодня я рассказываю. И сегодня нам расскажут, как же устроен этот пистолет, как он работает. Это пистолет именно для аквабластинга. Он разработан и сделан только под эти условия. Что с ним и как? Смотрим. В чем отличие этого пистолета, который сделан специально для аквабластинга, от пистолета китайского, который стоит у большинства производителей, от пескоструя? Самое важное, как работает пистолет, какая у него конструкция. Внутри пистолета есть джет, так называемый, куда подается воздух. Он у нас есть в разных вариантах. Выход под штуцер, это для модели стандарт, или выход под резьбу, куда мы накручиваем краник, это для модели Light. Получается, сам джет, так называемое внутреннее сопло. В китайских пистолетах оно, естественно, тоже есть. В чем отличие? Отличие заключается в том, что у вас отверстие выходное в этом сопле должно согласовываться с отверстием внешнего сопла. И между ними, и между подачей воды должно быть определенное расстояние. Какой нюанс? Чем больше отверстия в сопле, тем больше вам нужно воздуха, чтобы разогнать воду. Соответственно, если у вас воздуха недостаточно, мы это отверстие делаем специально под вас меньше. Если у вас воздуха, как у нас на производстве, там 1000 литров в минуту, то мы оставляем такое и подбираем уже под объем, под отверстие внутреннего сопла, уже подбираем диаметр внешнего сопла. Под модели Light и под внутреннее сопло, тот объем воздуха, который у вас есть, как правило, это объем не очень большой. Мы используем отверстия 2,5-3 мм, и под них мы уже даем вам комплект внешних сопел. Для отверстия 2,5 мм подходит сопла 6-8, максимум 10 мм. Под модели Light, под модели стандарт, когда у ребят уже на производствах стоят большие компрессора, там такое же отверстие, оно идет как здесь, 4 мм, 4,5 в редких случаях. И, соответственно, под них мы уже используем сопла 10, 12, иногда 14 мм. Вот ключевое отличие в том, что в китайском пистолете у вас, в пескоструйном, у вас всегда будет отверстие в джете 5. И, соответственно, ваш компрессор не супер мощный, просто не сможет прокачать такой объем воздуха, вы не сможете разогнать шарики. И, соответственно, если использовать под маленькое отверстие, использовать большое сопло, у вас опять же будет теряться эффективность, у вас просто концентрация шариков в конусе вашем, она не будет там 100%, которую можно получить. Соответственно, играясь с диаметром отверстий под ваш воздух здесь и согласовывая под них сопло, уже можно получить правильный воздух. Еще очень важно то, как реализован вход воды в пистолет. Очень важен угол, под которым вода заходит, и очень важно расстояние между внутренним соплом и входом. У вас должен поток воды входить в пистолет где-то здесь. Не за пистолетом стоять, а уже чтобы вода входила в джет, и уже оно вместе оттуда
выходила. Иначе, в противном случае, у вас объем воздуха, который у вас есть, если у вас будет стоять слишком маленькое сопло, допустим, он не сможет весь выйти через внешнее сопло и начнет идти в обратку. Именно для этого, кстати говоря, у нас стоит обратный клапан, чтобы, если вы там чего-то косячно настроите, чтобы у вас не умер компрессор ваш. И именно для этого нужен вот этот пистолет. У него нет вибраций. Если у вас в пистолете идут вибрации, значит у вас стоит неправильное сопло. Пистолет не должен вибрировать. Например, если мы в модель стандарта, в котором проточено отверстие 4,5, поставим диаметр сопла вот этого 6, соответственно, у нас просто оно все не будет успевать выходить. И он будет вибрировать, работать, ну, он будет как-то работать, но ваши руки спасибо за это не скажут. Сопла, вот они, мы их делаем из пластика. 6, 8, это 12 сопло, есть 10, есть 14. Почему мы делаем их из пластика? Потому что абразив, он пластик только полирует, он его не разбивает, он его не убивает. Сопло у вас может разорваться в одном только случае, если туда попала какая-то деталь. Большая, крупная, ну там, не знаю, болтик. Во-первых, нужно стараться предотвращать такие ситуации. Во-вторых, вы видели, что у нас в насосе, там, лайтовском, котором мы показывали, там идет сеточка, которая будет это предотвращать. И в стандартных моделях мы тоже ставим специальную сеточку, чтобы большие детали не попадали в насос. Соответственно, сопло, оно не изнашивается, оно полируется. В комплекте мы даем 4 сопла. Как правило, для модели лайта мы даем 2 восьмерки, 1 6 и 1 10. Потому что 8 для лайтовских моделей, она наиболее оптимальная, она между скоростью и качеством, вот это прям плотненький среднячок, и его используют больше всего. На стандартных моделях мы рекомендуем использовать 10-12 сопла, мы даем 14 сопло на случай прям супер мелких загрязнений. 12 как основное даем 2 штуки и 10 помельче. Зачастую кладем еще 8, если человек хочет очистить прям какие-то суперсложные загрязнения. На твердых металлах какую-нибудь 1000-летнюю ржавчину или 5 слоев краски. Ну вот скажите, вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то рассказал все секреты о своем производстве? Но это же ведь здорово, когда люди делятся информацией, по которой другие могут построить что-то хорошее и нужное. Напишите в комментариях, как вы относитесь к подобным производителям. Доверяете ли вы такому производителю? Очень интересно. На самом деле можно сколько угодно рассказывать о прелестях оборудования, но пока его не затестируешь, не поймешь, как оно работает. Поэтому сейчас я попробую провести работы по очистке чугунных и алюминиевых деталей в этой установке. Это установка класса стандарт, как раз тот средний уровень аквабластинговых камер, с которым я еще не работал. О своих отзывах, соответственно, конечно же, расскажу. Стандартным для моих обзоров это является корпус коробки передач. Он алюминиевый, это литой алюминий. И, конечно же, я буду его чистить не на качество, а в большей степени на скорость, чтобы посмотреть ощущения от работы с текущей установкой. Первым ощущением в работе с этой установкой, конечно же, было ровно такое же, как в работе с любым профессиональным оборудованием. То есть это работа, это не отдых, это не хобби. То есть здесь приходится трудиться. Мощность установки достаточно большая, руки устают, это отстоять здесь смену, это реально заработать, поработать здесь.
Но при этом с этой установкой прекрасно справилась моя жена. Она попробовала очистить вот алюминиевую деталь, и ее женские руки с этим справились. Так что в целом работать с этой установкой может каждый. Ну а теперь о том, как прошел процесс. Я поначалу думал, что я почищу его с легонца так сверху, но настолько вникся в этот процесс, настолько он мне понравился, что я, в общем-то, почистил коробку всю со всех сторон. Ну, может быть, конечно, некоторые нюансы можно было почистить еще лучше, но в целом достаточно быстро. Самое интересное во всей этой истории вот это место. Коробка передач приехала из Японии, и я ни разу не видел, чтобы в Японии ремонтировались корпуса коробок передач. Я уже как-то рассказывал в сторис на своем канале в Telegram. Кстати, кто хочет смотреть сторис постоянно, они сколько появляются в соцсетях, то на моем канале в Телеграме они собраны и хранятся там всегда. Ну так вот, я уже рассказывал про эту коробку, про перипетии с ремонтной мастерской, в которой ее отдавали и вернули совершенно не в той комплектации, в которой отдавали. Но я до этого момента не видел вот этого повреждения. И я не знаю, может быть, кто-нибудь знает, в Японии вообще ремонтируют коробки передач. Могли ли этот сварочный шов нанести там? Нанести он, конечно, ужасно, но все-таки напишите в комментариях, есть ли такой опыт, кто знает. В целом, разницы в работе всех этих гидроабразивных установок с алюминием практически нет. Все они приводят его вот в такое матовое состояние. До состояния зеркала отполировать это практически нереально, потому что это литой алюминий, и он достаточно плохо поддается полировке. Но в целом эффект вот такой полированности есть. Все труднодоступные места очистились. Работать с этим аквабластинговым пистолетом мне понравилось. Струя достаточно комфортная. Абразив сейчас был где-то в районе 300 микрон. То есть, не самый мелкий, но и, в общем-то, не крупный. Давление было порядка 6 атмосфер. Ну и в целом по работе с алюминием отзыв только положительный. Кстати, на днях мне звонит мой знакомый, известный тоже блогер, который занимается мотоциклами, и спрашивает: хочу аквабластинговую установку, какую порекомендуешь? Порекомендуешь ли ту, которая у тебя сейчас? И начинаю до часа объяснять все нюансы, которые уже объяснял в своих видео. Но в любом случае, я ему сказал, что сейчас поеду в Минск и сделаю обзор про новое оборудование. Я очень надеюсь, что он ему поможет. Канал что-то делал, это Саша, подписывайтесь, в описании будет на него ссылка. Ну, а это тот самый чугунный блок, про который я рассказывал в предыдущем видео, про абразив и его размеры и типы. Я попытался его очистить в своей установке и, честно говоря, разочаровался в ней, да, потому что такого вида загрязненный чугунный элемент, да, такую деталь, я у себя нормально почистить не смог. Ну и, соответственно, будет интересно, как сейчас поведет себя эта установка. Ну а тем, кто хочет посмотреть про абразивы, конечно, переходите по ссылке в описании. У меня целая серия про аквабластинг. Это не первая. Но если с алюминиевой коробкой передач было все понятно и ясно сразу, то с чугунным блоком это был эксперимент чистой воды. И, можно сказать, он удался. По крайней мере, блок очищен. Да, он сейчас покрыт ржавчиной, я его не защищал в очередной раз никакими ингибиторами. Но что открылось? Какая бы установка мощная не была, какая бы камера профессиональная не работала, но если нарушить алгоритм очистки деталей, то все равно будут
проблемы. А именно, вот здесь находится масляный налет. Это именно такой гудрон, который превратился уже в вековую масляную пленку, достаточно толстую. Он эти шарики отбрасывает, шарики в нем вязнут. В принципе, любая абразивная мойка, пескоструй или гидроабразивная, как аквабластинг, она все равно не очистит эти места. Ну, точнее, очистит, но очень долго. Поэтому правильнее блок сначала было очистить в химической мойке полностью от всех масляных загрязнений, а потом уже чистить в аквабластинге или пескоструе. Тогда бы эффект был бы, конечно, совершенно другой. Ну, а сейчас его надо обработать керосинчиком для того, чтобы он не заржавел по дороге домой. Аквабластинговые установки представлены в двух вариациях. Это два основных направления, это Light и стандарт. И основное их отличие, это как сегмент направления рынка, да, и потребителей, так и, в общем-то, ценовой сегмент. Если камеры Light у нас от 120 тысяч рублей, то камеры стандарта, они позиционируются без опции от 280 тысяч рублей. И я очень хотел протестировать именно камеры категории стандарт, потому что Light — это, в общем-то, та же камера, которая есть у меня, того же уровня, примерно с тем же набором, если в минимальной конфигурации смотреть на это, с тем набором опций, которые есть у меня. С этим я наработал, снял кучу видео. Кому интересно, заходите, смотрите, там целый плейлист. И я уже рассказывал все нюансы, как она ломается, как она работает и все, что я с ней делал. Но вот с категорией стандарт я сейчас поработал, и это именно получился тот самый уровень, который я в свое время протестировал на профессиональной промышленной установке от екатеринбургской АКБ-100. Вот так принято сравнивать все аквабластинговые установки гидроабразивные с иконой стиля АКБ-100, типа это самая крутая. Ну вот и по моим ощущениям, работа на вот такой установке, она прям полностью повторяет работу на АКБ-100, но, соответственно, цена у АКБ-100 у нас 1,5 миллиона, здесь у нас 280 тысяч. Да, без учета опций. Я, как обычно, зову и приглашаю всех производителей аквабластингового оборудования для реставрации деталей на подобный обзор. То есть вот кто вот так же сможет рассказать о своем оборудовании, welcome, я приеду и сниму этот обзор. Если вы скрываете и от своих конкурентов секреты, это не ко мне. Но прежде всего, какой сказать отзыв о работе с этой камерой? Ну, конечно, оборудование мне понравилось. Какие-то ощутимые минусы, которые прям вот бросаются в глаза, я бы не сказал. У всех этих установок есть один большой минус, который невозможно решить, это освещение. То есть освещение у всех камер у нас находится примерно в верхней стороне, а работаем мы на среднем, на нижнем уровне. Но сделать никаким образом освещение снизу невозможно. Я не знаю, может кто-нибудь придумает, конечно, какой-то вариант, но вот его не хватает всем абсолютно аквабластинговым установок, которых я когда-то видел. В остальном, принцип работы с педалью, он, конечно, был для меня поначалу необычен, но я к нему привык буквально в первые 5 минут. Впечатлила работа поворотного стола, вот этих всех дополнительных опций, которые здесь соединены и сделаны в одно готовое решение. Я, конечно, принципиально ехал сюда работать на камере с уровня стандарт, но и на камере Light пришлось поработать тоже. Принципиальное отличие я не заметил. Да, есть определенные тактильные ощущения в разности перчаток, но принцип организации работы с этими установками одинаковый. Поэтому работа для маленьких мастерских, для гаражей, конечно же, удобно на камере уровня Light, потому что она сделана под маленькое давление компрессора, под маленькие габариты, ну а профессиональная работа, конечно, на камере стандарт. Но при одинаковом давлении компрессора, если вот в целом в магистрали есть хороший компрессор, то на камере уровня Light можно также абсолютно работать, как на камере уровня стандарт. Ну вот, по крайней мере, мое такое ощущение. Я очень надеюсь, что сегодняшний мой обзор понравился вам. По крайней мере, я остался доволен полученной информацией. И не забывайте, что у меня есть канал NeoFact, на котором я размещаю видеоответы на ваши комментарии, на понравившиеся мне комментарии. Поэтому подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.